Следующим этапом проектирования лечения нейлайнеров является расстановка атачментов. Кнопка «Расставить автоматически» приводит к тому, что анализируется характер и объем движения каждого из зубов и устанавливается тот атачмент, который обеспечивает максимальную эффективность отработки данного движения. Достаточно сложный автоматизированный алгоритм, над которым мы долго работали, практически безупречен, но тем не менее все равно мы рекомендуем анализировать характер этих движений и по своему усмотрению корректировать положение и расстановку атачмента. Например, переместить атачмент можно, сделав его активным и кликнуть в другое место зуба. Его длину, вот высоту и ширину можно менять. Вот таким образом, видите, его величина увеличилась. Вот поворот мы можем менять вот так, нажав Shift и скорректировать поворот атачмента. Синий от зеленого отличается тем, что этот у нас атачмент с бороздкой, а этот без бороздки. Что это такое, мы расскажем в видео, которое будет характеризовать проектирование моделей для эйлайнеров. Атачменты могут ставиться не только на вестибулярную поверхность, но и на оральную поверхность зуба. Но вот этот атачмент очень маленький, скорее всего, его можно удалить, выделив и нажав на клавиатуре кнопку Delete. Вот. С двух сторон атачмент ставится обычно тогда, когда ротация осуществляется большой величины, и для того, чтобы лучше управлять зубом, мы как бы приделаем к нему две ручки. Список атачментов показан здесь. Чтобы расставить любой из этих атачментов, или кнопку, или крючок, мы выделяем зуб, кликая на него, делая его активным, а потом ставим атачмент. И вот он ставится. Обратим ваше внимание на то, что атачменты ставятся под определенный диапазон движения. Этот диапазон указан. Вот мы сделали установку атачмента с первой до последней. Но мы можем этот атачмент на зубе поставить с любого другого шага. Мы можем это сделать так, переместив по линии времени и теперь на него поставить этот атачмент. И вот теперь вы видите, что attachment ставится с 10-го шага. Соответственно, мы можем взять и изменить это, поставить его с первого или с любого другого, введя соответствующее значение. Мы можем выбрать опцию «Расставить по этапам», и тогда атачменты будут менять друг друга в зависимости от того, согласно какому интервалу движения этот атачмент больше соответствует. Кроме того, здесь в этом туле можно расставить резиновые тяги и кнопки. Давайте мы произвольно сейчас, вот просто для того, чтобы показать, мы сейчас расставим эти кнопки. Вот я убрал attachment и эту кнопку сейчас на этот зуб поставлю. Вот, ну вот просто так, чтобы показать. А потом поставлю на другой зуб. А теперь хочу поставить резиновую тягу между этими кнопками. Нажал эту кнопочку. Теперь я должен кликнуть на одну кнопку и на вторую. Между ними появляется вот такая полосочка, говорящая о том, что здесь будет резиновая тяга. И наша задача сейчас выбрать ту тягу, которую мы хотим здесь видеть. Откроем, здесь появляется целый список. И в этом списке указано диаметр этого кольца и толщина, если это кольцо, а также величина усилия, которая будет при применении вот данного кольца, типа кольца из списка. Мы можем ее выбрать и, соответственно, применить в данном случае. Вот теперь здесь будет кольцо, резиновая тяга такого типа. Если мы двигаем зуб, соответственно, видите, тут вот в окошке сила меняется, потому что мы изменяем расстояние между этими объектами. Конечно, вот такая величина, она очень большая, а нам надо ее заменить на другое, соответственно, мы подбираем другую величину или кольца, или резиновой тяги.
зависит от того, какие перед нами ставятся задачи и что мы хотим здесь видеть. Вот, закончить добавление тяги мы нажимаем соответствующую кнопку.